Одной из последних новостей: пару недель назад к вам приезжал госсекретарь США господин Блинкен, и одна из, ну, скажем так, сплетен о том, что господин Блинкен вел переговоры с Казахстаном о более жестком контроле закупаемой техники и передаваемой в Россию. Ну, немножко объясню ситуацию. Объясняется, что огромное количество чипов, которые там под санкциями и запрещены для приобретения в Россию, проходит через Казахстан, закупаются в Казахстане и переводятся в Россию. И вот что госсекретарь США пытался как раз-таки вот эту ситуацию тоже поднять и как-то скоординировать, каким образом можно прекратить эти поставки чипов, которые в дальнейшем используются в вооружении. Ну, на самом деле, действительно, приезжал к нам госсекретарь Соединенных Штатов Америки, и относительно все, конечно, в сравнении познается, но в наш регион очень часто приезжают высокопоставленные представители Соединенных Штатов Америки, что отмечает, наверное, особую значимость повышения страны в регионе, да и вообще региона в целом. Тем более вот с начала военного конфликта и с ухудшения китайских американских взаимоотношений роль региона непосредственно увеличилась. И, естественно, абсолютно естественным и нормальным я вижу интерес Соединенных Штатов Америки. Опять-таки все в сравнении с соседями. То есть у нас Туркменистан является закрытым государством, Кыргызстан ввиду своего геополитического положения, но сложности внутреннеполитического процесса имеет такие определенные риски. Узбекистан также долгое время был закрыт, ну и Таджикистан имеет определенные экономические слабости и риски, что делает нашу страну, без сомнения, лидером в плане интеграции. Что же касается вашего вопроса по поводу контроля, так это да. Даже после этого Казахстан принял определенные меры. До этого Казахстан также с момента выставления санкций Российской Федерации наша страна в лице президента, да или министра иностранных дел открыто заявляли, что Казахстан не будет способствовать обходу санкций и не будет помогать государствам, которые находящиеся под санкциями, обходить их. Аман, более 30 лет Казахстан является независимым государством, и все это время, ну, в Мгм. принципе, там русский язык был очень популярен, преподается в школах, многие граждане изъясняются на русском. Ну, и я была в Казахстане, там на самом деле, да, многие граждане изъясняются на русском. В последнее время стали и все больше и больше вести разговоров, ну вот как в Украине начиналось, да, что, ой, посмотрите, Казахстан теперь хочет говорить на своем языке вместо того, что на русском, ой, посмотрите, там русских притесняют, я говорю про север Казахстана. Как в Казахстане? Я знаю, что сейчас очень болезненно это воспринимают после случая с Украиной, что вот, ну, прям очень остро воспринимают, когда говорят, что Мгм. Мгм. Казахстан должен вести себя определенным образом, потому что там Россия того хочет. Интересный, хороший вопрос. Я думаю, нужно начать ответ с того, что нужно понимать вообще ментальность российских граждан, да и вообще руководства Российской Федерации в том, что в них присутствует очень большая доля имперскости на бытовом уровне, практически до шовинизма. У них своя собственная историография, она идет таким образом построена, что все ближайшие государства являются неотъемлемой частью Российской Федерации, Российской империи, Советского Союза. То есть это в их восприятии является чуть ли не определенной автономной республикой и так далее. У большинства чиновников, которые отзывались вполне неприятно, занимающие крупные должности. Это Медведев, это Толстой, Да, вице-спикер Госдумы, это это депутаты Госдумы. Федоров. Ну, это очень ключевые фигуры Да, политики российской. вот я и говорю, что это топ-менеджмент, и они, а, если свести к упрощению, то звучали их требования таким образом, что мы по факту являемся несостоявшимся государством, что путем каких-то там случайных исторических процессов получили независимость. Это говорит о их восприятии ментальности, восприятии ценности и вообще понимании их историографии.
Что же касается нас, то у нас свое видение, без сомнения, это и очередной раз доказывает, что мы независимое государство. Они могут говорить что угодно и как угодно. Да, в первое время были крайне осторожны, продуманы реформы, потому что после обретения независимости очень осторожно, щепетильно относился вопрос на мистике, то есть переименование определенных географических названий, либо же там в плане развития государственного языка казахского. Сейчас же этот процесс решается довольно-таки мирно, и он решается, естественно, демографическим путем. Если мы возьмем демографическую карту Казахстана, то мы видим четкую пирамиду, в котором есть твердое основание, это молодежь, то есть рождаемость в Казахстане, она в момент обретения независимости показывала практически на весь период именно в казахоязычной среде положительную тенденцию, и она до сих пор сохраняется. Если говорить о цифрах, то, по-моему, 90% первоклассников выбирает казахский язык обучения, то есть у нас сейчас более 40% населения – это люди моложе 30 лет. Это то поколение, огромное количество людей, которое не знало советской историографии, советского восприятия. Я сейчас свое видение выскажу. Если вы не согласны, вы меня поправляете. Ну, вот насколько я это знаю, мое видение. Ну, во-первых, в советское время Россия, Казахстан, это Россия самая большая страна, а Казахстан вторая по размеру. И это была единственная республика из всех советских республик, где этнического населения было меньшинство. То есть казахов этнических было меньшинство в Казахстане во времена Советского Союза. Ну, здесь можно там и Голодомор вспоминать, и другие мероприятия. Дальше. В 1991 году Казахстан объявляет свою независимость, становится независимым государством. С огромным количеством этнических русских, оставшихся на территории Казахстана. Порядка 6 миллионов было у нас на момент независимости. 6 миллионов этнических русских. 30 лет спустя сейчас мы видим, что в Казахстане 12 миллионов этнических казахов, примерно 3 миллиона этнических русских. И вот 3,5, да. 3,5. И вот спустя 30 лет мы начинаем слышать из российской стороны, ну и причем это там чиновники, Медведев, как мы говорили, депутаты Госдумы и так далее, которые говорят: ой, кажется, там этнических русских притесняют, кажется, это вообще наши территории, и вообще там это был подарок, а теперь подарок мы хотим вернуть себе назад, эти земли. И вот эта вот ситуация, которую мы явно видели в Украине, ну вот прям все те же самые лозунги, что русский язык притесняет, русскоязычное население притесняет, все те же самые лозунги, мы слышим их, в том числе и про Казахстан. И поэтому возникает ощущение, что, ну, если в Украине победят, тогда точно пойду туда. И если бы не Украина, точно пошли бы в Казахстан. То есть вся та же лексика, вся та же идеология на Казахстане, в том числе, ну, как бы тестировалась и пробуется, и обсуждается. Есть ли у вас такое ощущение? Ну, так не ощущение, я думаю, что это так оно и есть, действительно, потому что, я еще раз повторюсь, руководство сейчас Российской Федерации имеет какую-то шовинистическую, имперскую мышление. У нас многие, наверное, не знают, с Российской Федерацией есть огромное количество договоров, в том числе и военного плана. То есть у нас есть, помимо таможенного союза, помимо договора СНГ, у нас есть договор коллективной безопасности. Да, ОДКБ. У нас есть договор о коллективной обороне воздушного пространства. У нас присутствует очень долгое время, можно, наверное, прямо сказать, мы считали единой системы противовоздушной, противоракетной обороны общей, то есть все данные, они обменивались, открыто обменивались. Большинство наших военных обучалось в высших учебных заведениях Российской Федерации, ввиду того, что у нас отсутствовали свои, а те, которые были, они не могли принять тот поток, который создавался на заре независимости от новых, когда нужно было переобучать огромное количество. То есть огромное количество офицеров, обучившихся в высших учебных заведениях Российской Федерации, у которых имеются сослуживцы, у которых есть друзья, у которых, возможно, даже они молодые, поехали, женились, у них, возможно, жены уже граждане Российской Федерации. Все это, без сомнения, создает определенные риски восприятия и так далее. Мы это видели в войне в Украине, когда огромное количество военных по факту на Востоке и в Крыму, предав присягу, перешли на сторону Российской Федерации.
Я не могу сказать, что у нас какое-то что-то похоже схожее может или могло быть, но риски, безусловно, есть. Об этом нужно проговаривать. Сейчас, потом постепенно, где-то на заре 2000-х, я думаю, в 2000-х годах началось партнерство во имя мира, я имею в виду с НАТО и Соединенными Штатами. Был создан КАСБАТ по образцу НАТО, там были подготовлены инструктора, было огромное количество учений военных с Турцией. Помимо этого, у нас есть договоры коллективной безопасности с другими государствами. Вот усиливающий фактор, вот, вспомним, когда вот только январские события произошли, и вот когда войска ОДКБ вышли, прилетел к нам первый после пандемии, первый выезд вообще за территорию Китайской Народной Республики. Глава Китая на тот момент совершил именно в Казахстан, где он произнес такую фразу, что Китай является гарантом незыблемости, нерушимости границ. Вообще, то есть такие вот вещи я считаю дипломатической победой главы вообще дипломатического ведомства Казахстана, руководства Казахстана, когда очень-очень острые моменты, такие вот дипломатические победы, они большинству людей незаметны, но как политолог я могу сказать, что на самом деле это огромную роль играет и послужило прям резкому спаду, снижению вот этой вот критической направленности российской информационной повестки дня в сторону Казахстана. Последние буквально год, наверное, практически какие-то разовые, может быть, вещи мы слышали, но если вспомнить или сравнить предыдущие 2 года, то там напор прям с ужесточением мы чувствовали с каждым разом, там общество крайне больно реагировало на самом деле, большинство граждан России в Казахстане сами записывали в ТикТоках тренды, там что, слушайте, я вот русская, мне не нужен там Владимир Владимирович и так далее, то есть там был некие даже тренды, и когда пошла волна иммиграции в связи сначала с началом войны, потом второй уже с началом мобилизации граждан России в Казахстан, в ТикТоке мы были свидетелями новых трендов, в котором шло разделение наши русские, там российские русские. То есть наши русские себя очень сильно, особенно молодое поколение, не отождествляя себя с Россией, прям четко показывали, слушай, вот и приезжаешь в Казахстан, есть тут свои ценности, люди более вежливые, тут нужно отвечать, улыбаться, ну, потому что я сам как прожил в России в юности, я могу вам сказать, что действительно общество крайне сильно отличается. В России оно намного агрессивнее, намного закрытое, намного грубее. Здесь люди более открытые, в том числе и ментально. И вот это новое поколение, в том числе даже этнических русских, оно себя больше себя позиционирует с Казахстаном. Это в общей массе. Безусловно, есть определенные там инциденты, если не ошибаюсь, украинские блогеры очень часто пытаются подловить наших граждан этнических там славян в своих разных платформах, таких как Рулетка, YouTube, выходя в прямой эфир, задавая им прямые и косвенные вопросы о выборе стороне. Там в основном тоже, опять-таки, люди более советского мышления, возраста, попадаясь на это. И что удивительно, Казахстан очень жестко пресекает, там возбуждаются уголовные дела. Совсем недавно целую семейную пару в Петропавловске, на севере Казахстана, судили на 5 лет, и мужа и жену, за такого рода высказывания. Да, я помню эту историю, они получили 5 лет за призывы к сепаратизму, то есть как раз-таки к отсоединению северной части Казахстана и присоединению ее к России. Ну, то есть Казахстан отреагировал, да, достаточно жестко, согласна. Аман, будет ли это правильно сказать, что первый президент Казахстана, господин Назарбаев, был более пророссийский, а нынешний президент, по крайней мере, как у меня создается впечатление, что он ищет партнерство и с Китаем, и с Турцией, и с США, и с Евросоюзом, и с Россией, потому что, да, очень много отношений, но уже не замыкается только на России, а вот-вот-вот ищет. И что такая, ну, достаточно самостоятельную ведет политику, как президент независимой страны. Потому что он может возразить Путину, при встрече с Путиным он может сказать, что мы не поддерживаем так называемые новые республики, как Донецк и Луганск, мы считаем, что это квазиобразование. Можно ли говорить о том, что такая независимый от России
президент. Я бы не стал сравнивать вообще, потому что это Мгм. два разных президента с двумя разными видениями и образованиями. Они оба являются авторами политики многовекторности начала 90-х. И тот период, когда руководил страной Назарбаев, и тот период, который сейчас попадает под руководство Токаева, это два разных исторических периода с двумя разными вызовами, двумя разными положением дел, двумя разными Казахстанами по факту, в момент на заре независимости, даже сам период правления Назарбаева, его можно разделить, они крайне разные. В 90-х, как Назарбаев какой был, и в 2000-х, это два разных, и в конце срока, это уже совсем третий период. Я имею в виду по международным отношениям. Потом во время Назарбаева Российской Федерацией руководил Ельцин, особенно на первых годах до 2000-х годов, и даже после, до 2010-х, Путин был другой. То есть там не было такой агрессивной риторики. Если мы вспомним Ельцина, то его слова знаменитые «берите суверенитет столько, сколько хотите», то есть, да, там совсем другого рода были восприятия. Единственная чеченская война и конфликт он пересмотрел и все-таки напомнил, что у России все-таки есть определенные какие-то шовинистические направленности. Но в любом случае, пока по отношению к Казахстану этого не было. И это доказывает тот факт, что взаимоотношения на самом деле очень хорошие, и их портят лишь сами россияне такими рода выпадами, потому что на протяжении всего периода, без разницы, кто бы руководил, даже тот же самый Владимир Путин на 2000-х годах, у нас были крайне теплые взаимоотношения. И Казахстан это каждый раз повторяет, что мы готовы выстраивать взаимоотношения со всеми государствами, но если в отношении нас идет негатив, естественно, мы будем отвечать тем же. Это нормальная позиция независимого государства. Просто этого не хотят воспринимать, наверное, в Кремле. Что же касается сравнения, опять-таки, президентов Токаева и Назарбаева, то не забываем, что Токаев – это официально дипломированный дипломат. Ну, как бы это ни звучало странно, дипломированный дипломат, он МГИМО, дипломат. правильно? Он закончил, Атакаев Мгм. закончил МГИМО, то есть он как раз-таки Да. специалист, дипломат международных отношений. Мгм. Да, господин Токаев не просто дипломат, он колоссального опыта дипломат. Он, будучи даже этнически не русским, советской дипломатии выстроил карьеру. То есть это уже само, и причем выстроил карьеру не где-нибудь там в Болгарии или Чехословакии, в которой, ну, по факту являются чуть ли не доминионами, да, а выстрелил в Китае, которое по факту, особенно в последнее время, чуть ли не врагом было это государство. Ну, были, вспомним такие события Лошенкова и так далее, когда с Китаем пограничные конфликты были. И учитывая все эти вещи, надо понимать, что господин Токаев не просто дипломат, он очень хороший дипломат. Я сейчас про внутреннюю политику не буду говорить, я говорю сейчас только про внешнюю политику. Поэтому изменение политики России в отношении нас, естественно, создает изменение отношения нас в отношении ее. А так, я уверен, по внешней политике мы также выстраиваемся общие линии, дружить со всеми, и чтобы было выгодно всем, в первую очередь нам. Ну, то есть позиция Казахстана здесь очень интересна. Ну, наверное, вот в этом Мгм. есть какая-то, я не знаю, как будет правильно сказать, кочевников, мудрость, хитрость, все вместе. Но я так, любя это говорю про хитрость. То есть, с одной стороны, Казахстан объявляет год русского языка, с другой Мгм. стороны, старается, по моим ощущениям, старается максимально себя как бы дистанцировать от России, включая строительство нового нефтепровода там в обход России. Ну, я думаю, это естественно, потому что когда у вас основной поток идет только через один единственный трубопровод КТК через Российскую Федерацию, и они его периодически закрывают и показывают, что мы от них сильно зависим, абсолютно логическое решение и найти другой альтернативный путь. Об этом сам президент тоже открыто проговорил. У него даже брали интервью, и он сказал, что чему тут удивляться вообще, ну, это правильно абсолютно, что мы ищем альтернативный путь, когда есть перебои с тем существующим. Я думаю, это абсолютно естественно, ничего удивительного здесь нет. Меня больше удивляет, почему объявлен год русского языка. Как раз-таки Это строительство тоже, на мой взгляд, мгм. в обход меня не удивляет. А почему? Ну, здесь на самом деле нужно понимать, что и быть реалистами. Мы, я имею в виду граждане Казахстана, понимаем, что сейчас руководство Российской Федерации ведет крайне агрессивную политику, которая ведет, ну, по факту, войну на территории Украины. И это все нехорошо, и мы никогда не поддерживали этого и не будем поддерживать. Но при этом мы понимаем, что есть определенные риски. Это не позиция трусости, это не позиция чего-то. Мы просто пытаемся
Это опять-таки мое мнение, да, выбрать оптимальный путь, бесконфликтный, то есть объявление русского языка в СНГ, которым был инициатор Казахстан, на самом деле ничего такого не дает. Ну, я имею в виду в реальности. Что это может дать? Это может дать определенные концерты, спектакли в русском театре, который и так уже есть на территории Казахстана. Это как-то увеличит число носителей русского языка в Казахстане? Я не думаю. Потому что мы видим тенденцию в школах и учебных заведениях с каждым годом все больше, причем даже не казахов, выбирают казахский язык обучения. Демографически временно в нашей стране. У нас есть нехватка школ с казахским языком обучения, потому что вы можете представить, ну, я не знаю, на Западе, в США такого нету, но если вы учились в России, вы знаете, что есть первые А, Б, В, Г, Д и Е, да? Вот в казахском алфавите 44 буквы. То есть А, и так далее. Вот представляете, в нашем одном из регионов был первый класс. То есть представляете, огромное число первоклашек. И этот первый вот от первого А до первого это 42 класса, только в одной школе, и они все казахоязычные. Понимаете, здесь такие вот вещи, о которых многие люди, может быть, поверхностно знают и так далее. Здесь время на нашей стороне, и нам не нужно каких-либо там суматошных каких-то там реформ активных, которые будут раздражать, либо, возможно, станут триггером для каких-либо там необратимых вещей в плане там, если мы понимаем, что у нашего соседа, грубо говоря, крыша едет, и он с топором бегает по дому, зачем выходить ему и говорить: слушай, ты зачем топор вытащил? Нам легче вызвать полицию и посидеть как законопослушный гражданин дома. Это не позиция трусости, потому что мы понимаем, что у этого государства есть ядерное вооружение, у этого государства оно уже доказало, что оно может не в обход всех договоров, которых она сама подписывала, напасть на территорию. Мы, еще раз повторяем, государство, которое стремится к мирному существованию со всеми государствами. Мы не собираемся территориально там расширяться, мы не собираемся территориально кого-то уничтожать. Мы хотим экономически развитое государство в нормальном обществе с интеграционными процессами со всеми. Глобальные процессы показывают, что все-таки однополярный мир, он уходит, и появление каких-то новых лидеров, которые вытягивают одеяло на себя, оно показывает, что нам либо нужно стать таким региональным лидером в экономическом плане, в котором будет очень много всевозможных интересов, и ни у кого не придет в голову напасть на нас, либо же милитаризироваться, становиться самим агрессивным государством, но тогда будут риски, что мы сами можем на кого-то напасть. И это, на мой взгляд, неприемлемо, и мы выбираем вот первый путь активного экономического развития, в котором будут присутствовать потенциал и возможные положительные какие-то преференции для всех участников взаимоотношений с нами. Ну, мне очень импонирует такая позиция. Это вот не позиция: мы сейчас пойдем с кулаками и будем разбираться с теми, с кем там мы с чем-то не согласны, а как раз-таки политика переговоров, политика там дипломатии, политика там где-то что-то уступить, но где-то, где вы считаете приоритеты, как раз-таки отстоять. Это как раз-таки и называется дипломатией, да? То есть Казахстан ведет Да. такой политический флирт с Россией, объявляя там год русского языка, но при этом потихонечку сам меняется кириллица на латиницу. Но мало кто знает, что даже в самом Советском Союзе первый казахский язык, да и вообще многие иностранные языки, я имею в виду иностранные, не русские, в самом Советском Союзе были изначально до 30-х годов на латинице же ведь. Тот же азербайджанский, кыргызстанский, узбекский, таджикский, туркменский, казахский и татарский, они были на латинице изначально. И только после реформы 30-х годов они все были переведены на кириллицу. Насколько я там, готовясь к эфиру, читала, узнавала, Казахстан увеличивает свои расходы на вооружение, на армию. Можно ли говорить о том, что Казахстан, ну, как бы готовится к повторению ситуации с тем, что случилось в Украине, не исключает возможности повторения ситуации в Казахстане? Увеличение бюджета было запланировано заранее, на самом деле, и оно было остановлено ввиду определенных кризисами, пандемии и так далее. Оно больше направлено на модернизацию военной системы. Я еще раз повторюсь, у нас огромное количество советского техники, вооружений, которые просто морально устарели. Закуп и договор с Турцией, производство беспилотников, нового поколения тяжелых беспилотников на территории Казахстана, это вот, наверное, олицетворение того, что мы пытаемся диверсифицировать военного поставщика и модернизировать систему войны. Потому что
Последние военные конфликты доказывают, что военные конфликты очень сильно изменились. Там численный состав, и как во время Второй мировой войны с криками «Ура!» вперед уничтожать живую силу противника, этого не работает, что нужны высокие технологии, а они стоят очень дорого. И поэтому, естественно, считаю увеличение военного бюджета. Это нужно перемодернизировать, наверное, с нуля практически все. Это займет огромное количество времени и денег. И этот процесс не быстрый. Что же касается возможности нападения, я еще раз повторюсь, а, судя по действиям, Российская Федерация показывает, доказывает, что это возможно. То есть нападение на Грузию в 2008 году, нападение на Украину в 2014 и уже в 2021-2022 году. Оно доказывает, что это возможно, и как бы игнорировать это неправильно. Но с другой стороны, как я повторюсь, пока существуют любые другие методы решения вопроса, они должны работать. Но при этом риски существуют, их нельзя игнорировать. И я думаю, что вполне естественно увеличение бюджета военного и вообще пересмотр военного тактики, военной стратегии и так далее, и так далее. Нет ли ощущения в Казахстане, что приезжали не только те, которые спасались от мобилизации, но приезжали и те, которые, ну, остались, такими их называют, там, и подсадными утками, и что они были на самом деле засланы Российской Федерацией, и что там, в зависимости от того, как ситуация случится с Украиной, зависит и будущее, там, попытается Россия предпринять нечто подобное в отношении Казахстана. Вообще речь идет порядка 400 тысяч людей, которые реально вот приехали. Может быть, чуть больше, чуть меньше, но я думаю, что эта цифра где-то 400-300 тысяч людей. Большинство из которых, повторюсь, выбрали нашу страну как транзит, то есть большинство из них уехало дальше. Часть из них, я еще раз повторюсь, она осталась. Риски, без сомнения, есть, что есть факты, что они с буквы Z заезжали. Это говорит о том, что, ну, есть такие люди, и пусть даже их заставили там убрать, мы же не знаем, что у них в головах. Систему пропаганды нельзя выветрить буквально за 1-2 дня. Они, даже те граждане, которые против войны, могут иметь имперский комплекс. Об этом тоже не стоит забывать. Это как жертвы насилия, с ними нужно работать психологом. Я еще раз повторюсь, очень сильно отличались наши этнические русские от граждан России. Именно в ТикТоке они прям ментально, это очень сильно визуально прям показывало, как могут быть жить люди от них и тех же ну, культурных ценностей под пропагандой и не находящиеся под пропагандой. То есть наши русские в большинстве своем абсолютно лояльно. Многие даже выходили на митинг в поддержку Украины. Они у нас, кстати, тоже были и довольно-таки популярны были. Это очень интересно видеть все-таки различия в политике, потому что, ну, российская политика сейчас настолько полярна, что, мне кажется, одна сторона винит другую, ну и, соответственно, в противоположную сторону это тоже работает. Разговаривая с вами, видя, как вы мягко преподносите свое видение, как вы мягко объясняете ситуацию без злобных выкриков в другую сторону, ну, меня просто восхищает в данный момент такая небольшая ремарка. Без сомнений, можно и очень грубо произносить какие-то определенные вещи, но от этого ситуация не изменится. Нужно понимать реальные вещи, и нужно думать и делать все благоразумно. Аман, в прошлом году, за месяц до нападения в Украине, российские войска были на территории Алматы, участвовали, да, вот в январских волнениях, подавляли эти волнения. Ну, и было ощущение, скажем так, была какая-то возможность, что они оттуда и не уйдут, что не останутся там. И здесь, да, вы уже упоминали, что, скорее всего, что это была там очень профессиональная политика руководства страны. Насколько я понимаю, Китай выступил гарантом. Можете поглубже немножко уйти в эту тему? Как это удалось? Ну, то есть именно налаживание контактов с другими странами, да, в этот момент помогло? Ну, первый момент, официально российские войска не были причастны к подавлению, либо каким-либо там действиям. Есть, без сомнения, теории, пока не доказанных, если в будущем
все эти секретные вещи рассекретят, как обычно бывает, и мы увидим. Окей, но сейчас по официальной версии российские войска, как и другие войска ОДКБ, но в большей степени российские, они присутствовали на охране стратегических объектов, таких как хлебозавод и так далее, там ТЭЦ и так далее. Была вероятность. Вообще большинство граждан крайне негативно отнеслась к той вести о том, что будут призваны войска ОДКБ. Очень сложно говорить, что было триггером, вообще что заставило этого произойти, почему такое решение было принято. Но налицо, могу сказать, на тот момент был крайний кризис в плане информации, выработки либо получения какой-либо информации. Сеть не работала, сотовая связь не работала, мобильные сети не работала, интернет отсутствовал, телеканалы выключены были. То есть страна по факту очень сильно находилась в кризисе. Все родственники ввиду восточного менталитета хотели как-то уточнить, как ощущение, как все ли живы-здоровы, этого не было. У людей был сильный стресс, поэтому мы как-то пропустили тот момент, что на самом деле происходило в Аккорде, что происходило в высших военных чинах, почему военные, на самом деле, огромная армия, помимо военных, полицейских, других силовых структур, куда она делась, этого мы не заметили. Есть официальная версия, согласно которой была попытка госпереворота. Определенные военные, уже доказано, часть из которых там официально на брифингах либо на других мероприятиях показывали ход расследования, который длился год, показывают, что действительно давали определенные приказы и так далее. Вывести войска, вывести военных, вывести полицейских из участков и, соответственно, позволить кому-то завладеть этим оружием и так далее. Вывести войска из аэропорта. Но ввиду отсутствия, надо признать, четкого обвиняемого, то есть народу не получил ответ, кто за этим. То есть у большинства граждан нашей страны есть понимание, что была попытка госпереворота, но нет понимания, кто это сделал и кто за это ответственный. Скажу вам слухи из США, что это была команда Назарбаева. Мы все думаем, что это какая-то монолитная система, вот команда Назарбаева, семья Назарбаева. На самом деле это огромное количество людей, они крайне все различные, и у каждого из них свое видение. И поверьте мне, у каждого из членов Назарбаевской семьи есть своя армия, там, помощников, там, военных и так далее, так далее. Здесь, на самом деле, я имею в виду про конкретный запрос, про фамилии людей, которые должны были понести ответственность, потому что в итоге мы знаем, что сели в тюрьму глава Комитета национальной безопасности, там еще определенный ряд военных и чиновников, да, но у населения остался такой вот дефицит информации в плане самого хода расследования, именно результатов ее. Да, мы услышали, что была попытка переворота. Да, мы услышали, что были определенные силы, которые извне были привлечены, либо готовились заранее. Да, мы услышали, что военные, кому это вот и так далее. То есть я, как политолог, понимаю, есть свое видение определенных этих вещей, но это, опять-таки, лишь видение, она не обусловлена никакими данными, поэтому здесь нужно, наверное, подождать, когда уже определенный период рисков пройдет, и эти секретные вещи найдутся, рассекретятся. А как время показывает, все рано или поздно становится явным. То есть в данный момент пока не совсем понятно, как именно войска пришли, ОДБК. То есть чем были вызваны причины, на самом деле, я еще раз повторюсь, на тот момент у господина Токаева был большой уровень доверия населения. Вот как вы высказались, там определенный уровень несправедливости в стране политической был крайне высок, и большинство граждан имело такой вот уровень надежды, питало к реформам Токаева, и на самом деле народ на тот момент был практически полностью за него. И спустя потом даже вот определенные там оппозиционных мероприятий, большинство политиков из предыдущей системы ушли в оппозицию и так далее. Я имею в виду назарбаевские, да. Возможно, многим не нравится сама скорость реформ в плане того, что многие хотят всего и сразу, но реформы на самом деле идут. Вот я как политолог могу заметить сокращение срока президентства в плане по количеству, он только один раз может стать, это очень большой плюс. С появлением Конституционного суда, возможности там баллотироваться по мажоритарной системе,
То есть вот эти все вещи, они на самом деле в долгую очень хороший результат дадут в долгосрочной перспективе. Но у большинства населения пока нет этого понимания, потому что большинство хотят лишь ускорить этот процесс. Наверное, обоснованно, потому что очень долгий период до этого как бы была стагнация именно политических таких процессов. Поэтому я вам скажу, что вот две причины неясности, зачем их позвали, и необходимость их, на мой взгляд, находясь, вот я в этот момент находился в стране и не видел надобности о действительном приходе российских и войск общего ДКБ. Вы жили в России, вы учились в Москве, то есть у вас есть там достаточно серьезное, глубокое понимание российского менталитета, российской политики. Если бы вы как политолог давали советы, рекомендации российской оппозиции, вот что бы вы назвали как главную проблему, главный недочет, почему российская оппозиция настолько провальна сейчас, и как бы не получается найти точки соприкосновения, каждый по отдельности, и не получается договориться даже оппозиции между собой. Я не любитель давать советы вообще, потому что это всегда неверно. Нужно опираться на любой опыт, в том числе отрицательный, но тоже опыт. Я просто повторюсь о том, что вот представители большинства ряда оппозиционных лидеров мнения в Российской Федерации страдают теми же комплексами, что и сама власть. Им нужно понимать, что есть реальность, она, к сожалению, такова. Вот, допустим, возьмем Навального. Человек совсем недавно, относительно, был на русском марше, там, поднимал руки, там, всекали и вполне нелицеприятно отзывался о выходцах из Средней Азии, требовал визового режима с этими странами, но потом сам сев в тюрьму в камере, где одни кыргызы и узбеки, я помню его интервью, он выходил там, сказав, что или в Твиттере написал, что выучил 15 слов на кыргызском и 20 слов на таджикском, да, допустим. И вот эти вот вещи, они как бы говорят о том, что у них понимание все-таки существует, но когда они вот отдалены от других таких же представителей, то есть находясь в тюрьме, он все-таки нашел же общий язык, и он же понял, что это люди совсем такие же, как и он, имеют такой же набор хромосом и имеют те же функции, и то же лицо, пусть даже немного иное. А, Опять, выходя на свободу, он, то есть, вновь повторял, что нужен визовый режим и так далее. Это все, на самом деле, отворачивает либерально настроенную общественность, которой и так мало, во-первых. Во-вторых, пропагандирование и продолжение ретрансляции агрессивных вот таких вот ценностей, она на самом деле ведет по-любому к тому, что будут популярны запросы на сильного лидера. То есть я говорю про то, что российская оппозиция продолжает вторить российской власти о том, что вот все ужасное вокруг, все враги, но эта система лишь создаст появление нового лидера, такого же, с таким же набором ценностей. Пусть даже если Путин уйдет, но вдруг придет такой же, с таким же, пусть оппозиционным, но с таким же набором, не факт, что что-то изменится, потому что для изменения ментальности и общественности нужна либеральная восприятие, либеральное открытое мнение, нужна свобода слова, нужна свобода восприятия, свобода мыслей, свобода воспроизведения, не знаю, слов, религий и так далее. То есть ряд свобод, которые требуют. И только такое осознание, оно позволит дискуссию, открытому дискуссию, тем шире будет консенсус принятый максимально различными страпами, я имею в виду категориями граждан России, тем сильнее он, как решение консенсуса он будет. Сейчас мы видим что? Мы видим огромное количество всевозможных организаций, мелких, маленьких, объединений, которые частично за рубежом, частично в самой Российской Федерации, которые не могут найти общий язык между собой ввиду того, что они продолжают транслировать определенные ценности. То есть они говорят о том, что есть общий враг, есть вот все вокруг враги, нас все обманывают. Вот все эти вещи на самом деле работают на руку властям, потому что так или иначе эти ценности создают определенные запросы диктаторского режима. И, естественно, такие запросы будет спрос, будет и предложение. А если же общество осознает, что вот нужно меняться, что проблема может все-таки не в соседях, что у нас дом похуже, чем у них, может проблема в нас, и вот это вот осознание, признание своей собственной вины,
оно на самом деле много чего даст.